Всем доброго утра. Сегодня думала, успею ли я записать этот ритуал, после идти отдохнуть немного, но все же решила сегодня вам записать, точнее этим утром. Я хочу подарить вам защиту, но прежде чем суть объяснить, давайте начнем постепенно это объяснение, чтобы вы поняли полностью, о чем идет речь и про что это. Для начала символ вечности. Еще называют армянской свастикой. Хочу, чтобы вы понимали, что это не имеет ничего общего с той свастикой, которой мы привыкли, к которому мы привыкли из фильмов про войну и которую считаем символом не очень хорошего, да, точнее злым символом. И оттуда вот эта вот неприязнь и нелюбовь. На самом деле это очень древний знак, знак ариев, и в то же самое время несет в себе очень много символов. Таких символов много, разновидностей много. И армянский алфавит, в принципе, был составлен на основе древнего символа ариева хач. Слово хач, которое часто используете и режет слух, хач означает крест. Так называли в христианское время, так называли крестоносцев хачакир, крестоносец, или просто хач, крест. И это название осталось, собственно, обозначающее христиан, христианское население больших исламских держав. И пришло до наших дней уже как ругательское почему-то. Но это от невежества, необразованности на самом деле. Однако слово хач имеет очень древнее значение, что означает ты или сущность твоя. Мы говорим, крест напоминает человека, его сущность. Руки, ноги, голова и душу, которая вмещается. А также крест символизирует мучение человека уже с приходом христианства. А до прихода христианства крест символизировал миссию человека. Но кресту не поклонялись, и крестным знаменем себя как бы не... уже и забыла, как это называется, поскольку я это не делала никогда. Да, не осеняли себя крестным знаменем, ибо это считалось просто символизмом, то есть миссия на земле, которую выполняет человек. Его миссия может быть тяжелой, может быть легкой, как ни странно, у некоторых и так бывает. Но в любом случае каждый носит свой крест, свою миссию. Кроме всего прочего, называется хач, потому что крестообразно крутится этот символ. Это обозначает жизнь, смерть, возрождение. Вечное движение, вечный круг. Круг солнца или солнечных духов, или солнечных сил, или светлых сил, как хотите. Она может быть загнутой в одну сторону и в другую сторону. Символизирует круг, вечное движение энергии в мироздании. И считается, что энергия мироздания, она во время своего движения жизнь превращает в смерть, смерть превращает в жизнь, то есть круговорот
жизни и смерти во Вселенной, которая, собственно говоря, и нормально и правильно, и так должно быть. А еще его называют всемирным вихрем или вихрь жизни, цикл жизни и смерти. Но, кроме всего прочего, движение сил в мироздании создает защиту для человека, защищает его, крутится вокруг человека или берет человека в центр и защищает его, окружая его постоянным движением вокруг духов. То есть этот символизм, он имеет очень много значений, но в принципе его носили, зашивали в одежду, чеканили там на украшениях, изображали на мебели, на стенах, на храмах древних, даже на книгах, как защитный символ. Это перешло и в христианство. Так вот, Аревахач – это само по себе символ защиты и вечного движения вперед, усиления. То есть она вот в этом движении очищает все зло, отсекает все зло, оставляя все вечное, все достойное и правильное внутри себя. И с этой энергией двигается дальше. Этот защитный символ связывали еще с одной богиней. На самом деле они связаны с богами рождения и смерти. И вот одна из них – Нане. Если дословно перевести это слово, это означает «мать». Во многих культурах, да, и культурах тоже, извиняюсь. Кстати, это слово существует, а именно из народов выходцев из Древней Армении, например, нохчи, чеченцы. У них тоже слово «нане» или «нан» означает «мать». У некоторых, то есть армян определенных регионов, до сих пор это слово сохранилось как символ матери. Нан, нане, мать. Греки, когда для себя открыли армянский пантеон, они сравнили Нане с Афиной, считая, что как Афина носила покров и была целомудренна, и покровительствовала матерям, семье, так и Нане, воинствующая матерь. На самом деле это не совсем так, я не совсем согласна, потому что функции Нане очень сильно отличаются. Ну, в некоторых моментах может быть какое-то сходство, но греки для того, чтобы лучше воспринять, наверное, культуру, они всегда со своими богами сравнивали других богов и ассоциировали со своими богами. Так легче было воспринять культуру тех народов, с которыми они взаимодействовали, с которыми воевали или которые покоряли за историю Византийской империи, до Византии еще во времена Александра Македонского, а после уже Византийской империи. Так вот, ассоциация с Афиной Палладой не совсем правильная, но оно имеет место быть. До появления письменности у армян клинописью писали слово «майр», что означало «мать». Это второе название матери, то есть несколько есть «нане», «маре», «майр». Несколько названий матери. Вообще армянский язык, он очень сложный, и там очень много слов, очень много обозначения одного предмета или одного действия. Много обозначений. Он сложный язык. Его зачастую до конца
немногие армяне знают, я вам скажу. В древние времена считалось, что ребенок самый уязвимый, вот новорожденный. То, что сейчас люди выкладывают маленьких детей чуть ли не во время рождения и каждый день выкладывают, это очень плохо. Люди стали не просто глупые, циничные и тупые. Люди стали недальновидные, и они не понимают, для чего таинство существовало. В таком маленьком возрасте ребенок не защищен. И он подвержен атакам темной силы. Не зря до 40 дней ребенка никому не показывали. Очищали помещение огнем, начитывали какие-то заговоры, потом позже молитвы стали читать. Это делалось для того, чтобы защитить этого ребенка. Формируется его судьба в течение 40 дней. И в течение 40 дней все лишние глаза, завистливый глаз, недоброжелательный глаз. Может быть, у кого-то нет ребенка, у него там досада. Я не говорю, что все, кто не может родить, они завистливые, но есть и такие женщины. Это все влияет на его судьбу. И потом мы удивляемся, почему ребенок болезненный, почему ребенок капризный, почему ребенок неудачливый и так далее. Именно из-за вашей легкомысленности, что вы не понимаете, что наши предки все это закрывали не просто так. Это все очень сильно мешает. Ваш ребенок абсолютно лишенный защиты. Вы не даете ему набирать эту защиту и после выйти в мир людей. Вы сразу же показываете. Следовательно, духи, которые идут защитить, под натиском этой энергии уходят. И ребенок остается болезненный, с разбитой судьбой, и в дальнейшем у него очень мало хорошего бывает в судьбе. Вот согласитесь, все эти звездные дети, которых показывают, не зря они потом то от наркотиков, то от алкоголя умирают, то еще что-нибудь с ними приключается. Потому что они просто постоянно под натиском вот этих папарацци, они, на них все эти взгляды. И умные родители, они не показывают своих детей. Вот умные родители, если есть известные, очень известные личности, актеры, режиссеры, они не показывают своих детей. Конечно, журналистам это не нравится. Они как бы и протестуют, что вот не показывают свою жизнь, держат в тайне. Правильно они делают. Потому что они понимают, чем это чревато. Вот это все, понимаете, показное все наружу открытое, оно очень опасно для их судьбы. Так вот, на коже вырезался символ Аревахач. Сверху писали слово «Майрь». И, начитывая, просили покровительство богини Наны для ребенка. Это в основном делается для маленьких детей, чтобы у них был спокойный сон, чтобы не закатывались ночью, чтобы вдруг ночью во сне у них не случилось что-то плохое, чтобы не было припадков, чтобы злые силы не подходили к его колыбели, чтобы не пугали его. И еще можно этот символ дать своему ребенку, до 20 лет можно сделать и положить в его вещи где-то там, даже если он может не знать об этом, это защитит вашего ребенка, защитит от нападков, защитит от несправедливости, защитит от всего того, что, собственно говоря, может привести к смерти, к преследованию. И если у ребенка есть такие проблемы, попробуйте сделать этот оберег, начитать и оставить, положить в карман или положить в сумку, чтобы носил с собой. Но более всего, сильнее всего он работает для маленьких детей, потому что она покровительствует детству. Если кто-то спросит, можно ли этот оберег сделать для сына, который, скажем, на войне, можно сделать, но
есть более конкретные обереги для этого случая. Здесь, в принципе, оберегает именно покой, сон, душевное состояние, оберегает от преследования, оберегает от опасности на пути, понимаете, от аварии, от огня, от воды, и так далее. От бытовых таких моментов. Поэтому лучше, если у вас ребенок там, где я не буду называть, там есть именно защиты на этот случай, защита воина, защита от пуль, оберег от пуль и так далее. Вот именно те обереги читать. Но в этом обереге тоже есть очень, скажем так, большая нужда, потому как защитить детство, защитить ребенка от плохого сна, от болезни, от всего того, что будет перечислено, немаловажно. Итак, нужно нацарапать, можете красиво нарисовать, можете, значит, вырезать, что еще, выжигать на кусочки кожи круглые, именно кожаный кусочек, потому что у нас живая материя должна быть. Символ Аревахач. Сверху написать, это армянское слово майр, начитать 10 раз заговор, просьбу защитную к богине Нане, то есть к богине матери, мать богиня, которая должна стать духовной матерью вашего ребенка. А если его духовной матерью станет богиня, следовательно, никто ему не сможет ничего сделать и навредить. Вот послушайте, читать должна мать, больше никто. Для мужа это невозможно делать, для любимого тоже нет, только для своего ребенка. Можно для кровного, можно для приемного. Если вы бабушка, можете читать на своих внуков. Без оберега можно, но оно не будет иметь такого эффекта. Если у вас маленький ребенок, начитайте и положите под подушку ребенка. У него будет спокойный сон. Он не будет капризничать, плакать, бояться ночью, потому что его будут защищать. Читать нужно 10 раз, и каждый раз в конце есть на армянском языке, потому что армянский язык один из самых ближайших родственников санскрите и один из древнейших языков, естественно, сохраняет определенную силу, вот эту вибрацию языка, как вы любите говорить, да. Далее. Начитали, отдали ребенку. Как только вы чувствуете перемены у него, как только ему легче стало, настроение появилось, лучше вот раз в неделю обновлять первое время, а потом раз в месяц начитывать. Как только вы почувствовали, что вашему ребенку стало хорошо, вам нужно взять 3 гранаты, разрезать их, раскрыть, и красное вино. Желательно полусладкое, хорошее вино. Можете сохранить это вино, то есть закрыть в холодильнике, каждый раз откупаться. Наливайте бокал вина, эти 3 гранаты вот так раскрывайте, как розочки, и кладете на какую-нибудь емкость, на тарелку, и оставляйте на подоконнике на всю ночь. На следующий день выкидывайте и вино выливайте. Это ваш откуп ее силам. Поскольку граната – это символ Армении, то откупались, приносили вообще в храм Наны, приносили в храмы верховных богинь, как правило, гранаты. То есть гранату, извиняюсь, неправильно сказала. Ну, что могу сказать? Дерьмогруппа, записывай каждую букву, не пропускай ничего. Единственное утешение у вас осталось, что теперь делать. Так, читаем следующие слова. Да, на вопрос, можно ли на шею повесить, можно. Но это не должен видеть никто, этот символ. Поэтому его надо скрыть. Можно в такой красный мешочек положить и носить. Можно положить под подушку ребенка в этом красном мешочке.
Можно приклеить на колыбельку ребенка, там прилепить. Если этот символ и начитанный оберег у ребенка с собой или в кроватке, то ему вот эти вот силы, эти страшные сны и прочие не страшные. Вот, например, у вас ребенок боится спать, или вы там работаете долго, боитесь оставлять одного детей, мало ли что. Начитайте и оставьте им эти обереги, с ними ничего не случится. За ними будут следить и помогать. Я подобный оберег давала женщине лет 10 назад, хочу вам сказать. Она работала 2 смены почти, чтобы успеть просто ребенка прокормить своего. Мужчины же у нас не всегда помогают, точнее, почти никогда. И поэтому не все, конечно, но многие. И поэтому она переживала. Я вот наподобие оберег, немножко другой тогда, я дала ей. Она начитывала и оставляла дома. И мальчик у нее 11-летний оставался один. У них что-то случилось, внизу квартира горела, он спал. Огонь дошел до их дома и погас, понимаете? И вот даже вот эти вот пожарные, которые приезжали, они смотрели это все, оценивали. Он спал, он даже не проснулся. Она, когда узнала, что там горят эти квартиры внизу, она просто пулей летела домой, чтобы звонила, он не брал трубку. Она подумала, что все. Она приехала, ребенок спит, дверь открыла, на балконе дым и все. Но домой ничего не зашло. Просто огонь остановился. То, что невероятно, но невозможно. Оно уже горело так, что должно было дальше пойти. Нет, внизу она просто остановилась над их балконом и начала вот внизу просто вот как бы дымиться, пока не потушили. Так что относитесь серьезно к этому всему и делайте все правильно. Ее называют пышногрудой и златокудрой матерью. Пышногрудой, поскольку она мать, и ее изображали всегда с пышным бюстом, поскольку она кормит, кормящая мать. Вот материнская грудь, которая играет не последнюю роль, да, для жизни ребенка новорожденного, собственно говоря. О, златокудрая, пышногрудая матерь, великая Нане, покровом своим укрой мое дитя, сохрани и сбереги его от бед и зла. Щитом своим укрой, защити его от огня и воды, от убийцы и вора, от разбойника и супостата, от мертвых душ, от злого призрака, от ранней смерти, от пули и топора. Будь рядом с ним, окружи его защитной стеной, прими мой материнский поклон, златокудрая матерь, великая Нане, стань для моего дитя духовной матерью. Отныне он и твое чадо, и мое чадо. Благословенна будь, матери Нане. Воскегангур майр Нане. Пахиру пахпанир им завакан. Ամեն փորձանքից, չարքից ու ալքից, քաչքից ու չարից, փառք ես մայրնան է, փառք Հավիտյանս. Я читаю 1 раз, но вам нужно читать 10 раз. Все остальное я вам уже объяснила. И еще раз хочу сказать тем, которые сейчас будут внизу выть. Отдайте, пожалуйста, текст на армянском, вот срочно. Значит так. Я уже начала заносить черный список, всякое хамло. Я больше не смотрю, сколько лет человек у меня сидит или нет. Я закрываю форум для вопросов, потому что там предостаточно. Мне пишут уже лично, хотя я 100 раз сказала не писать. Пишут под другими роликами. Я заношу в черный список. Мне абсолютно без разницы, будете обижаться или нет. У меня нет больше нервов и сил, и желание вам одно и то же объяснять. Каждый ритуал Яна печатает. Через несколько дней они уже есть, текст. Если у вас нету терпения, значит, пишите сами.
Вы пока будете искать, пока будете этот символ изготавливать, рисовать, чертить, за это время ритуал уже будет. Поэтому внизу любой, кто напишет, где текст, окажется в черном списке. Больше не будет у него возможности у меня писать на канале. Мне все равно. Я устала, я не обязана вам нравиться. Умные люди видят мои знания и берут для себя все полезное. Понимаете, дураки хотят, чтобы их облизывали со всех сторон. Никто никого облизывать не будет. Нет у меня такой нужды кланяться вам. И вас не прошу мне кланяться. Просто должно быть уважение взаимное, более ничего. Пользуйтесь этим оберегом, и у ваших детей исчезнут проблемы, связанные и с душевным состоянием, и проблемы со сверстниками, и с памятью, и с учебой. И вы сами в этом убедитесь, потому что к ней обращались тысячелетиями. Она одна из могущественных богинь, которая воплощает собой материнство вселенское, материнское начало мироздания, Нане. Всем удачи!